Приветствую, друзья! Пока мы разбирались со всякими перспективными новичками, у компании BJVP тоже вышла пара интересных моделей. В наушниках Feather на басу стоит двухслойный динамик, за середину отвечает балансный излучатель Nose серии RAV, далее идет какой-то кастомный драйвер, ну и наверху целых две арматуры с маркировкой Phoenix. При этом кабель у них просто фантастический, куча разных насадок в комплекте и упаковка, как у именитых брендов. О них сегодня подробно и говорим. Поехали! Коробка тут действительно просто выше всяких похвал. Выглядит стильно, вверху логотип сертификации, а с обратной стороны характеристики. В комплекте шла документация, плотный белый бокс, пенки и два набора силиконовых амбушюр, в том числе и внешне похожие на КБ-07. Кабель тоже хорош, гибкий, плотный, со сменными коннекторами и сопротивлением на каждой жил по 19 сотых Ома. Но, как по мне, слишком уж он фокусирует звучание, что не особо гармонирует с характером данной модели. Чашечки по размерам компактные, из гипоаллергенной смолы с направленной назад вентиляционной решеткой, специальным бортиком для удержания амбушюр и металлической сеточкой на звуководе. Внешняя часть предельно простая, зато сидит модель отлично, да и тактильно они довольно приятные. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас стандартный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,5%, что слегка превышает норму. Фаза правильная, а водопады на 30 и 60 дБ вы сами можете рассмотреть на графиках. На ЧХ низкие частоты приподняты на 14 дБ с чуть менее выраженной областью разборчивости, ощутимым акцентом на имитации ушной раковины и еще одним на псевдодетализации. Верха же нам опустили до уровня средних частот, при этом честно доведя до внушительных 18 кГц. Естественно, это экспрессивно, но более-менее ровно на верхней половине и без каких-либо резких переходов. Ну и как следствие из описанных измерений, влияние кабеля и амбушюр тут просто невероятно высокое. Со штатным кабелем сибилянты слишком уж выделяются и могут даже слегка резануть слух. При этом, например, с Kenera Ace 2.0 подобного не происходит. Да, непосредственно характер от этого не меняется, но пики сглаживаются и все кажется чуть лучше сбалансированным и гармоничным. Похожие на КБ-07 насадки тоже имеют свою особенность, немного смазывая фокус и как бы погружая вокал в глубину трека. В итоге я использовал классические амбушюры КБ-07 с кабелем от компании Kenera. Конечно, абсолютной синергии и в этом случае не происходит, но ток становится гораздо лучше, и их даже можно сравнить с чем-то заметно дороже. В качестве альтернативы могу посоветовать любой другой чисто медный кабель с нормальным сечением. На слух наушники Feather весьма выразительные, четкие, с неплохо переданной динамикой, а также эмоциональной и мелодической частью. В них есть та самая аналоговая теплота, тембральная насыщенность и весомость, но не в избытке, а вот ровно столько, сколько требуется для правильного понимания материала.
отчего в сравнении с чем-то подороже они кажутся более поджарыми и даже слегка агрессивными. Зато тут явно чувствуется драйв, напор, поражающий своей глубиной и насыщенностью бас, неплохая согласованность между излучателями, прямо образцово-показательная верхняя середина и чуть притушенные, но полноценные верха. То есть в них есть и воздух, и объем, и столь необходимая любым жанрам акустическая глубина. Если говорить о сложной оркестровой музыке, то в ней, на мой взгляд, многовато воздуха и чуть не достает непосредственно массы и масштаба. Слушать можно, но такая настройка больше подойдет чему-то тяжелому и агрессивному, например, рок-музыке, танцевальной и текстурно ориентированной электронике, всякому инструментальному и львиной доли разнообразных вокальных произведений. Из источников тут лучше споется что-то очень музыкальное и жирное по своему характеру. Особого усиления тоже не нужно, как и высокого гейна. Они скорее наоборот любят, когда помягче. Для своей $100 это просто великолепная модель, однако не уровень решений за $200 или выше. Чем-то это похоже на планары, но с более высоким разрешением, мясистым басом и правильно переданной сценой. Очень круто, но получилось слегка рисковато и, как по мне, ярко. Еще им требуется подбор кабеля и небольшая адаптация вашего слуха. Зато потом это будет просто море удовольствия. Действительно, очень интересная модель, но с небольшими компромиссами. Звук тембрально богат и красив. Мне, например, очень понравилось. Итогом наушники Feather от компании BGVP неплохо смотрятся, удобно сидят и хорошо согласованы по излучателям, без ступенек, переходов или иных особенностей. Звучат они четко, напористо, чуть ярко и агрессивно, но с полноценной мелодической частью, достойно переданными эмоциями, тембральным объемом и глубиной. На фоне других решений за плюс-минус эти деньги – это настоящий алмаз. Да что там говорить, им даже оказались по силам мультиинструментальные джазовые произведения. Для своей цены это просто прекрасно. Чисто, подробно, музыкально и сверхнапористо. А у меня, друзья, на этом все. Это была модель BGVP Feather. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые следует подписаться. Всем, друзья, добра!